Мир снова содрогается от ударов стихии. Разрушительные наводнения топят Бразилию, Мексику и Индию, на Гавайях вновь извергается вулкан Килауэа, а в Коста-Рике землю сотрясло мощное землетрясение. Это «Горизонт событий». Здесь вы узнаете все самое важное за последние сутки. Приветствую вас, друзья! Город Керетаро и муниципалитет Эль-Маркес в Центральной Мексике оказались под ударом мощного шторма, который спровоцировал внезапное наводнение. По данным муниципального управления гражданской обороны, сильный ливень принес до 100-120 мм осадков за несколько часов, что превысило пропускную способность ливневой канализации. Вода хлынула на улицы, превратив их в бурные потоки, которые стали причиной гибели 2 человек. Уровень воды на отдельных улицах достигал окон первых этажей, некоторые автомобили были смыты или повреждены. По оценкам властей, пострадало около 50 домов, 20 автомобилей и несколько магазинов в Пиньюэлос. В Эль-Маркесе затоплено 100 гектаров сельскохозяйственных угодий. В результате наводнения пострадали не менее 10 человек. Около 200 жителей Пиньюэлос и прилегающих районов были эвакуированы в безопасные зоны. Электроснабжение в северной части Керетаро нарушено из-за подмыва линий электропередач, оставив без света около 500 домохозяйств. Движение по ключевым улицам было ограничено из-за скопления грязи и обломков. Для ликвидации последствий привлекли около 100 спасателей, которые работают над откачкой воды и расчисткой улиц. Власти штата Керетаро объявили красный уровень опасности для северных районов. Губернатор призвал жителей избегать низинных зон и следовать указаниям спасателей. 22 и 23 августа вулкан Килауэа, расположенный на большом острове Гавайев, вошел в активную фазу извержения, вызвав лавовые фонтаны, потоки магмы и выбросы сернистого газа, что привело к эвакуации в районе рифтовой зоны Халапепи и закрытию зон национального парка. По данным Геологической службы США и Гавайского вулканологического обсерватория, извержение началось 22 августа около 18 часов по местному времени в кратере Халимау внутри кальдеры Килауэа. Процесс развивался поэтапно. 21 августа зафиксировано около 50 подземных толчков магнитудой до 4,5, указывавших на подъем магмы. К вечеру 22 августа фонтаны лавы достигли высоты 100-150 метров и 300 метров на восток в сторону от кратера. К утру 23 августа потоки лавы распространились на 1-2 километра от кратера. Выбросы сернистого газа достигли 1000 тонн в день, образовав смог. Извержение не угрожает крупным городам, таким как Хила, но привело к закрытию 5 туристических троп и смотровых площадок в парке. Эвакуация затронула около 50 человек, включая туристов и смотрителей парка, из зоны Халапепи, где лавовые потоки приблизились на 8 километров к границам. Несколько туристов получили легкие ожоги, пытаясь подойти к лаве, но жертв нет. Власти Гавайев объявили оранжевый уровень тревоги и призвали туристов избегать закрытых зон парка. Муниципалитет Сан-Лоренсо-ду-Сул в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул оказался во власти сильного наводнения, вызванного интенсивными ливнями, которые привели к переполнению реки Уругуайана и выходу из берегов. По данным Национального института метеорологии Бразилии и муниципальной гражданской обороны Сан-Лоренсо-ду-Сул, за 48 часов в регионе выпало около 150-200 мм осадков, что вызвало стремительный подъем уровня реки Уругуайана на 4-5 метров выше нормы. Вода затопила низинные районы, включая центр города и пригороды, где уровень достиг 1-2 метров. По предварительным оценкам властей, пострадало до 2000 домов. Кроме того, затоплено около 500 гектаров сельскохозяйственных угодий. Из-за подмыва линий электропередач электроснабжение нарушено в 30% домохозяйств, несколько мостов, включая переправу через Уругуайану, частично обрушены. Жертв в результате наводнения не зарегистрировано, но несколько человек получили травмы в результате падений и обвалов.
Около 5000 жителей были эвакуированы из зон риска и размещены во временных убежищах в школах и церквях Сан-Лоренсо-ду-Сул и соседних муниципалитетах. Движение по ключевым дорогам ограничено из-за подтоплений и обвалов. Для ликвидации последствий в Сан-Лоренсо-ду-Сул создан оперативный штаб. 200 спасателей, пожарных и волонтеров работают над откачкой воды и расчисткой завалов. Власти Бразилии ввели режим чрезвычайной ситуации в Сан-Лоренсо-ду-Сул и прилегающих муниципалитетах. Губернатор штата Эдуардо Лейтаа призвал жителей следовать указаниям спасателей и избегать зон риска. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. На трассе М12 в Арзамасском районе Нижегородской области произошло серьезное ДТП. Тягач с цистерной сжиженной углекислоты, следовавший из Москвы в Казань, столкнулся с автовозом, перевозившим легковые автомобили. В результате удара произошел разрыв цистерны, вызвавший мощный взрыв. Взрывная волна разорвала кабину тягача, раскидав на десятки метров вокруг и повредив несколько автомобилей. Водитель газовоза погиб на месте от полученных травм. В легковом автомобиле пострадали водитель и ребенок, которые получили ушибы. По предварительным данным, водитель автовоза не пострадал, но получил шок. Взрыв привел к полному закрытию трассы М12 на 2 километра в обе стороны, создав пробку длиной 10 километров. Нижегородская транспортная прокуратура проводит расследование, выясняются все обстоятельства ДТП. В ночь на 22 августа столица Коста-Рики Сан-Хосе пережила землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился всего в полукилометре от центра Сан-Хосе, на глубине 5 километров. По данным Национальной сейсмологической сети Коста-Рики, землетрясение произошло в урбанизированной зоне Сан-Хосе, в районе, близком к университету Коста-Рики. Небольшая глубина очага усилила интенсивность толчков на поверхности, достигавшую 5-7 баллов по шкале Меркалли в эпицентре, включая районы университета Коста-Рики и Коронадо. В других районах столицы интенсивность составила 3-5 баллов, что ощущалось как легкое покачивание мебели и окон. Толчки также почувствовали жители пригородов Моравия, Сан-Педро и Эредия. По предварительным отчетам, жертв и разрушений нет. Власти Сан-Хосе рекомендовали жителям проверить здания на трещины. – 23 августа вулкан Суванасидзима, расположенный на японском острове Осима в архипелаге Рюку, вошел в фазу взрывной активности, вызвав серию взрывов, выбросы пепла на высоту до 1,5 километров и временную эвакуацию жителей в радиусе 2 километров от кратера. Выброшенный пепел распространился на 5 километров, достигнув близлежащих островов, и осел на полях и крышах. Лавовые потоки не вышли за пределы кратера, но выброшенные камни разлетелись в радиусе 400 метров. Извержение привело к закрытию порта Матадзимы и отмене паромов на 24 часа. В целях безопасности были эвакуированы около 20 жителей из зоны риска в радиусе 2 километра от вулкана. Движение по островным дорогам ограничено из-за пепла, школы и магазины были закрыты на день. Японское метеорологическое агентство повысило уровень опасности вулкана до 3-й отметки по 5-бальной шкале. Туристические объекты, такие как смотровая площадка у кратера, временно недоступны. Индийский штат Раджастхан продолжает сражаться с масштабными наводнениями, вызванными интенсивными муссонными дождями. По данным Индийского метеорологического управления и государственных служб по чрезвычайным ситуациям Раджастхана, за последние 24 часа выпало от 150 до 500 мм осадков, с максимумом в 500 мм в Наинве, что превысило месячную норму августа в 10 раз. В Читторгархе и Бхилваре возникла критическая ситуация.
Реки Банас и Гамбхира вышли из берегов, затопив низинные районы, пострадали жилые кварталы и фермы. В Бунди и Ката потоплено около 500 домов, а в Тонг и Карауле вода смыла мосты и сельскохозяйственные поля на площади 1000 гектаров. В Джайпуре и Савай-Мадхапур зафиксированы оползни и локальные наводнения в пригородах. По предварительным оценкам, пострадало до 1500 домов, 300 автомобилей и 2000 гектаров полей. В Баран и Карауле обрушилось 5 мостов, перекрыв трассы. Электроснабжение нарушено в 25% домохозяйств из-за подмыва опор линий электропередачи, аэропорт Джайпура работает с задержками. Жертв в результате наводнения не зарегистрировано, но несколько человек получили легкие травмы от падений и обвалов. Около 10 тысяч жителей эвакуированы из зон риска в Читторгархе, Бхилваре, Бунди и Кате и размещены во временных убежищах, школах, общественных центрах и лагерях. В Джайпуре и Савай-Мадхапуре подтоплены туристические зоны. Для ликвидации последствий в Раджастхане создан оперативный штаб. Около 800 спасателей работают над откачкой воды и расчисткой завалов в пострадавших округах. Спасательные службы также мониторят реки, чтобы предотвратить прорыв дамб и новые потопления в Тонг и Карауле. Индийское метеорологическое управление объясняет наводнение активным муссонным циклоном, принесшим влажные массы с Аравийского моря, что вызвало экстремальные осадки в обычно засушливом Раджастхане. Прогнозы указывают на продолжение дождей до 26 августа. Власти Раджастхана ввели режим чрезвычайной ситуации в 11 округах. Главный министр Бхаджан Лал Шарма призвал жителей следовать указаниям спасателей и избегать зон риска. Побережье Нью-Джерси продолжает испытывать последствия урагана Эрин, который прошел в нескольких сотнях километров от берега 22 августа, вызвав штормовые волны высотой до 3,5 метров, локальные наводнения и разрушение инфраструктуры. Хотя ураган ослаб до тропической бури, его влияние привело к эвакуациям в Уайлдвуде, Маргейте, Сиэл-Сити и Оушен-Сити, где вода затопила улицы, разрушила дюны и перекрыла дороги, создав хаос в туристических районах в конце сезона. По данным Национальной метеорологической службы в Маунт-Холли и Национального центра по ураганам, ураган Эрин, достигший 2 категории, прошел в 300-400 километров от побережья Нью-Джерси, но его штормовые волны и сильные ветры скоростью 80 километров в час вызвали подъем уровня воды до 1,2 метра выше нормы. В Уайлдвуде волны достигали 3,5 метров, что вечером 22 августа привело к подтоплению улиц, включая Пасифик-авеню, где вода подошла вплотную к защитной стене и частично затопила дорогу. В Маргейте пожарные эвакуировали 16 человек из 2 ресторанов, оказавшихся в воде, а в Сиэл-Сити улицы, включая главную магистраль Лэндис-авеню, были перекрыты из-за подтоплений. Мост через пролив Таунсендс закрылся для движения. В Оушен-Сити высокие волны разрушили дюны, вода поднялась к пирсу и затопила дороги у набережной, повредив несколько зданий и автомобилей. По предварительным оценкам властей округов Кейп-Мэй и Атлантик, пострадало около 100 домов, 50 автомобилей и 200 метров дюн, электроснабжение нарушено в 10% домохозяйств из-за подмыва опор линий электропередачи. Около 200 жителей эвакуированы из прибрежных зон Уайлдвуда, Маргета и Сиэл-Сити и размещены во временных убежищах в школах и отелях Атлантик-Сити. Наводнения осложнились приливом, и уровень воды остается высоким. Для ликвидации последствий на побережье Нью-Джерси создан оперативный штаб под руководством штата. Около 300 спасателей работают над откачкой воды и расчисткой завалов в пострадавших городах. Власти Нью-Джерси ввели режим чрезвычайной ситуации в прибрежных округах. Губернатор Фил Мерфи призвал жителей следовать указаниям спасателей и избегать пляжей. Водяной смерч обрушился ночью на пляж в портовом городе Веракрус. По данным Национальной службы метеорологии Мексики и муниципальной гражданской обороны Веракруса, смерч образовался около 22 часов 30 минут по местному времени над заливом в 500 метрах от пляжа, в условиях высокой влажности, теплой морской воды и штормовой погоды с порывами ветра до 40 км в час.
Вихрь диаметром 15-25 и высотой 250-350 метров хорошо было видно в темноте благодаря подсветке от портовых огней. В районе Плая-де-Оро он вышел на сушу на 20-30 метров, подняв песок и мусор, но почти сразу же рассеялся. По предварительным оценкам властей, смерч не повредил здания, лодки или пляжную инфраструктуру, только слегка сдвинул несколько уличных фонарей. Во французском департаменте Сена-Маритим в Нормандии произошел масштабный обвал утеса, вызвавший падение скал на пляж. К счастью, инцидент не привел к жертвам или травмам. По данным префектуры Сена-Маритим и муниципальной службы по чрезвычайным ситуациям, обвал был вызван эрозией от морских волн и дождей, усугубленной трещинами в породе. Объем упавшего материала оценивается от 500 до 1000 тонн. Пляж Птидаль и прилегающие тропы временно закрыты, инфраструктура, такая как дороги и здания, не пострадала. Крупные активные области и группы пятен, ставшие источником недавних сильных взрывов на обратной стороне Солнца, выходят из-за горизонта на видимую с Земли сторону. Ожидается значительный рост числа вспышек, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Из-за произошедших на Солнце в последние дни взрывов в космос ушло не менее 3 крупных протуберанцев и выбросов плазмы. Они все были направлены мимо Земли в сторону Марса, но по мере продвижения активных областей к линии Солнце-Земля, связанные с ними риски начнут быстро увеличиваться, а к концу следующей недели станут максимальными. Вчера гигантский протуберанец образовался над западным краем Солнца. Длина этого образования составила более 480 тысяч километров. Вдоль этой длинной нити плазмы можно выстроить в ряд более 37 планет Земля. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.